В 40-х годах в этих местах среди лесов и болот начали добывать радиоактивный ториевый песок для создания первой ториевой ядерной бомбы и ториевого реактора. Всем привет, с вами Дэн. Я нахожусь около поселка Озерный. 28 февраля 1940 года на расположенную неподалеку станцию Костоусово прибыл эшелон поляков с территории Западной Украины и Западной Белоруссии. В 5 километрах от станции на берегу речки Озерной возник поселок спецпереселенцев 46-й квартал или Озеро. Поляки занимались лесозаготовками. Через речку Озерную был построен мост. На правом берегу расположились бараки, а на левом – столовая, школа для польских детей, комендатура, кладбище. Поселок существовал до 1944 года. От тяжелого труда и истощения многие погибли, так и оставшись лежать в уральской земле. Но история поселка на этом не заканчивается. Протекающая тут речка Озерная принесла неожиданное открытие. В ней был обнаружен моноцитовый песок, из которого можно было получить радиоактивный торий для создания ториевой бомбы. Для производства моноцитов в 1949 году возник новый поселок Озерный, в котором проживали добытчики радиоактивного песка. Когда от идеи создания ториевой бомбы и ториевого реактора отказались, месторождение было законсервировано, предприятие закрыли, а остатки сырья и загрязненное оборудование захоронили в могильниках на окраине поселка. Ториевый песок добывался в пойме реки Озерная Драгой. Вот именно вот в этом месте ходила Драга, после нее остались вот такие вот небольшие пруды. Вот здесь вот она ходила, копала, собирала этот песок. За моей спиной еще пруд остался. То есть она здесь наворотила столько прудов, таких вот небольших. Потом песок отправлялся на фабрику, обогащался, перерабатывался. Фабрика, кстати, также была построена в Озерном. Мы на нее также сходим и посмотрим на нее. Ну, точнее, на ее остатки. Что там от нее осталось? Ну, заброшка, конечно. Ух, ребят, сколько грибов. Вот грибок, вон грибок. Ну, конечно же, кушать их я бы не советовал никому. Хочу рассказать вам про канал моего коллеги Сусанин Бро. На его канале вы увидите интересные места Урала и России, лютые заброшки. Причем Бро делает обзоры очень подробно, залезает в каждую дырку объекта. Контент с юмором и, конечно, с исторической и технической справкой. Его слоган «Я знаю короткую дорогу». А если захочешь познакомиться с ним лично, то это возможно на экскурсии в Екатеринбурге, в подземном городке чекистов. Я, кстати, тоже скоро отправлюсь на эту экскурсию с Сусаниным. В общем, подписывайся, крутой канал, ссылка в описании. Вокруг поселка несколько могильников находится. Мы сейчас пойдем и будем мерить радиационный фон какой там. Катаемся вокруг поселка, дорожка тут, конечно, так себе. Ищем могильники. Вот и поселок Озерный. Люди живут спокойно, выращивают овощи, вот свои огороды. Ну и, конечно же, их кушают, эти овощи. Интересно, знают ли они про могильники, про радиацию? Дома стоят. В принципе, фон вот здесь, около польского кладбища, в норме. 14 микрорентген. А я сегодня не один, со мной Серега с канала группа радиационного поиска Мизгирь. Всем привет, друзья, товарищи и единомышленники. Серега снимает примерно такой же контент, как у меня, заброшки, только он еще к тому же измеряет постоянно радиационный фон. Он бывал в радиоактивных зонах отчуждения, ну и так далее. И, в принципе, интересный очень контент у него. Переходите по ссылочке, внизу ссылочка, подписывайтесь. Очень интересно. Я расскажу вам про радиацию, если вы придете ко мне. Ребят, мы на польском кладбище решили померить фон. Мой прибор показывает 15 микрорентген.
все в норме. Вот так вот прыгает 16, 15, 14. Больше не набирает. Вот взяли прибор радиокод. Он показывает примерно столько же. 15, 14 прыгает. Ребят, все, мы его нашли. Ториевый могильник. В 1964 году сюда привезли весь песок добытый, ну, остатки, и захоронили его здесь. По словам местных, всю технику, которая работала здесь, также похоронили в этом могильнике. Ну а тем временем меряем фон 19 микрорентген. Пока все в норме, поднимаемся на могильник. На могильнике растет облепиха, можно спокойно кушать. Но лучше не будем этого делать. 19 микрорентген, прыгает 19-20. Подъем продолжается, но давайте свернем, померим вот в этом вот лесу, сколько у нас фон. Так, 23 микрорентгена. Ребят, кто не знает, норма считается до 30 микрорентген, где можно спокойно жить. Ну, если 30, то на грани, да, то тоже можно, конечно, спокойно жить, но не выше, чтобы было. Мы пока меряем 22, 23. Пока в норме. Из-за секретности местным жителям не сказали об опасности, и они использовали ториевый песок в собственных нуждах. Для строительства, для штукатурки печей, для отсыпки дорог. А в 1995 году здесь прошла дезактивация. Было дезактивировано 16 жилых домов и 17 участков. Как раз вот создали вот этот могильник. Они его засыпали землей сверху. Ну и сейчас, как мы с вами видим, он не представляет такой прям уж серьезной опасности. 20 микрорентген. Но все равно идешь, смотришь, ямка. То есть местные жители подкапывают песочек-то, допустим, в овощную яму, морковку хранить. Ну, это так, предположения мои. Так что вот этим вот деревьям, ребят, больше 25 лет. Как раз вот они с 95-го здесь и растут. У меня уже 27. Мы ищем одну такую хорошую полянку. 28. Туда вот нам надо. Нам нужно вот сюда, вот, да, левее. А у тебя сколько показывает? 37. 37 уже. Опа. 31. Уже выше нормы. Жить здесь нежелательно. В этом лесочке. Вот, ребят, видите, какие здесь бугры. Ну, бульдозер шел, закапывал. Вот даже камни попадаются здесь. Ну, а мы практически пришли. Впереди лента, и нам туда. 32 микрорентгена уже. Вот, ребят, натянули ленточку, чтобы не ходили на эту опасную полянку, не собирали ягодки. 41 микрорентген уже, 44 начинает нарастать. Ну что, пошлите на полянку, будем мерить дальше. У тебя уже 68, 75, ух, набирает. Сейчас до 100 быстро наберет, наверное, да? Нет, не будет 100. Нет. Вот именно здесь не будет. 80. 80. У меня пока 56. Ладно, заходим. Здесь так и будет, там больше. 80-82 микрорентгена. И смотрите, растет ирга. Причем ее кто-то кушал. Скорее всего, птички, воробушки. Так что мы усердно смотрим воробья с 3 ногами или с 4 крыльями. Но кушать эту иргу сами мы, конечно же, тоже не будем. Вот так, смотрите, какая ирга. На вид очень вкусная и полезная. 75 микрорентген. То есть вот, ребят, просто идет лента. А Сергей здесь был. Он говорил, что этой ленты даже не было. Он был здесь в июне. Никаких значков, ничего нет. Просто ленточка. Ну, конечно, местные знают, наверное, про этот отвал. И сюда не ходят по грибы да по ягодицы. Вот яблонька растет. Ага, и вот лента продолжается. То есть небольшая полянка огорожена. Ирга также 80 микрорентген. Муравейник, ребят, вот на этой полянке. И 100 микрорентген. Вот, пожалуйста. А я смотрю, какие-то муравьишки неактивные. Еле-еле ползают. 100 микрорентген в 3 раза выше нормы.
Ребят, смотрите, мы нашли интересное место. 170-160 вот примерно скачет. И мы думаем, что под нами закопана та самая драга, которая добывала этот торевый песок. И она вот так вот жестко фонит. Ну и она, наверное, к поверхности ближе, чем все остальное. Угу, то есть здесь вал этот, он, видимо, минимальный. Плюнули и прикопали. Это чуть-чуть совсем. Ну, На радость радиофилам. 180. То есть на радость нам. Все, ребят, мы покидаем эту полянку. Эта полянка самое радиоактивное место этого могильника. Намерили мы где-то примерно 180 микрорентген. Кстати, этот могильник раньше охранялся, а сейчас вот такие вот ленточки. И все. И мы сейчас пойдем дальше на обогатительную фабрику. Ну, конечно, там заброшка. Посмотрим на ее останки. А, здесь не собираете? А почему? Здесь нет. А почему? Не хочу. Тут они вкуснее. С радиацией. То есть вот, ребят, встретили местного жителя, и он грибочки собирает, но не здесь, не на могильнике. Там, говорит, подальше. А эти грибы местные жители не кушают. Ну и хорошо. Все, ребят, вот и фабрика. Проработала она с 49 по 64 год. Дальше это здание использовалось для завода радиоаппаратуры. И завод радиоаппаратуры проработал здесь до 2004 года. Ну что, заходим и меряем. Правда, мы вот уже стоим, и уже 209 микрорентген Соекс мой показывает. Офигеть. Что же там внутри творится тогда? Тоже проблемы с показаниями. 290. 290. Что, пойдемте внутрь. Ну, конечно же, здесь сейчас помойка, куда без нее. Представляете, фундамент этого здания строился на том же ториевом песке. И когда завод радиоаппаратуры работал, здесь также стоял фон. Кстати, фон здесь был еще выше, но не знаю, почему люди здесь работали. Видимо, никто не измерял фон. Так, у нас 180 пока. Кстати, эта фабрика, она небольшая, двухэтажная, само здание маленькое. Вот зачем здесь вот этот пролет? Может быть, где-то стояли здесь бункера, обогащали, песок перерабатывали. Собственно, почему маленький этот вот обогатительный завод? Обогащение тория, ну, как его можно было обогатить? Я так подозреваю, что его добывали вместе с обычным песком. И вот этот сильно фонящий, содержащий именно торий, его в одну сторону, а ненужный, обычный, его в другую, либо слабо фонящий. Может быть, кстати, на слабо фонящем вот как раз таки и построили здесь вот это здание. Вот таким методом. И там слишком больших, либо мощных умных технологий не нужно было. Поэтому был вот такой маленький корпус. Но это мое предположение, может быть, как-то не так. Так, 260 микрорентген. О, какое-то окошечко. Возможно, зарплату выдавали, была бухгалтерия. Ну ладно, ребят, давайте поднимемся на второй этаж. Будем искать здесь самое загрязненное место. О, лестницы целые. И это хорошо. Ну там всякие подсобки. Это цемент, что ли, лежит. Ага. Ворота, вон, машины заезжали. Ладно, поднимаемся на второй этаж. Посмотрим, что же там было. Здесь, ребят, небольшие кабинеты. Ну и все, в принципе. Здесь вот видим, что потолок рухнул, пол прямо вниз. Второй этаж провалился. Вот такая вот небольшая фабрика. Так, здесь, ага, здесь 133 микрорентгена. Пойдемте на первый этаж, потому что там фонило сильнее. Второй этаж более-менее нормальный.
Вот, ребят, ангары, вижу из окошка. По-любому эти ангары раньше относились к фабрике обогатительной. Сейчас, видимо, кто-то арендует, там пилят доски, что ли, ребята работают. Вот ангар, вон ангар. Ладно, идем на первый этаж, спускаемся. Мешки лежат, ну-ка. Фонят ли они? Нет, не фонят. Явно это мешки. А, ну конечно, это мешки не с торием. Какие-то огрызки линолеума, что ли. 130 микрорентген. Ребят, мы нашли самое опасное место на этой фабрике. Это вот этот вот рухнувший потолок, ну, либо пол второго этажа. 540, 500, 600 микрорентген. А вот у этого песочка вообще под 750 набирает. Да, то ли они использовали его в качестве строительного материала, то ли просыпали здесь этот ториевый песок, и он лежит уже здесь давным-давно, но фонит от него нехило. То есть 750 микрорентген максимальное число, которое мы намерили в поселке Озерный. 680, 700, 750. Около 700. Ну вот 750 максимум. То есть вот этот вот песочек, вот он как раз, ториевый песочек. Да, надо же. И на нем строили вот это вот здание на этом песке. Вот такая вот, ребят, фабрика фонящая. Не советую вам сюда ходить. Мы сейчас поедем, помоем ботинки от этого ториевого песка. Да, фабрика. Фабрика жести. 270 микрорентген. Общие запасы тория в 3-4 раза выше, чем запасы урана. Поэтому, когда закончится уран, переключится на добычу тория. Человечество еще сотни и сотни лет будет обеспечено электроэнергией благодаря этим запасам. И кто знает, может быть, именно здесь продолжит добывать торий, в этих местах. Но это уже совсем другая история. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Я все комментарии просматриваю, по возможности отвечаю вам, ребят. Про Инстаграм не забывайте. Ну все, всем пока, увидимся в следующих видео. Пока.